Всем привет! В этом видео я покажу, как я готовила муссовый торт и пирожные с составом Bubble Gum. Если вам интересно, смотрите дальше. Bubble Gum вкус – это клубника и банан. Первым делом сделаем банановую намилаку. Для этого нам понадобится банановое пюре. В идеале использовать магазинное пюре. Но, конечно, если нет такой возможности, берем бананы. Но не спелые, а которые более зеленые. Бананы перебиваем блендером. Или, как у меня уже готовое пюре, добавляю лимонный сок. Отмеряем желатин. Добавляем холодную воду, перемешиваем. Оставляем для набухания. Банановое пюре ставим на плиту и греем примерно до 80 градусов. Добавляем белый шоколад. Перемешиваем, чтобы шоколад растопился в горячем пюре. По желанию добавляем краситель, но вместо красителя можно добавить куркуму. Добавляем сливки жирностью 35%. Добавляем набухший растопленный желатин. Все перебиваем блендером до гладкого состояния. Переливаем в тарелку. Чем тоньше слой будет, тем быстрее стабилизируется намилака. То же самое относится, когда мы готовим ганаш. Ставим в холодильник примерно на 5 часов, можно и дольше. Я достала на второй день. Намилака вот уже такая стабильная. У нее такая как бы еще мягкая консистенция. Такой консистенции можно использовать для наполнения макарон или каких-нибудь тарталеток. Но так как я буду использовать в муссовом торте, мне надо было немного более стабильную консистенцию. Добавила еще немного желатина. Заливаем в силиконовую форму или в кольцо нужного размера, смотря какой торт мы готовим. Ставим в морозилку, замораживаем. Я заморозила, потом разморозила, чтобы вам показать, какая консистенция получается этой намилаки. Она стабильная, но в то же время очень нежная. Ее можно взять вот так в руки, но она не желейная, она более похожая на такой нежный крем. Форму держит хорошо, но в то же время, если попробовать на вкус, то она очень нежная. Далее будем готовить банановый бисквит. Нам понадобится сахар, банановое молоко, растительное масло, мука, разрыхлитель, крем-чиз и яйцо. Объединяем сахар с крем-чизом, перемешиваем миксером. Потом добавляем яйцо и опять все перемешиваем миксером. Добавляем муку, разрыхлитель. Перемешали, получается такое довольно густое тесто. Добавляем растительное масло, опять перемешали миксером. И в самом конце добавляем банановое молоко. Все продукты используем комнатной температуры. А если достали недавно из холодильника, к примеру, молоко мы можем немного подогреть. Все перемешали до однородности. Получается вот такое гладкое тесто.
Переливаем в кольцо 16 сантиметров в диаметре. Выпекаем 160 градусов до румяной корочки. И еще обязательно проверяем на готовность сухой палочкой. Бисквит получается довольно плотный, но в то же время влажный, ароматный, нежный привкус банана. Так бисквит выглядит в разрезе. Он немного похож такой как бы на кекс. Структура не воздушная, как у бисквита, а более похожая на кексовый бисквит. Готовим клубничный мусс. Для этого берем клубничное пюре. Тут мы можем перебить просто клубнику, пропустить через сито. Добавляем йогурт. Йогурт мы можем брать со вкусом клубники, можем брать греческий. Добавляем сыр маскарпоне. Все объединяем венчиком до однородности. Заранее, как всегда, замачиваем желатин в холодной воде, оставляем для набухания, подогреваем и вливаем в клубничную смесь. Добавляем какой-нибудь подсластитель на ваш выбор. Перемешиваем, добавляем взбитые сливки. Сливки для любого мусса мы взбиваем до мягких пиков. Перемешиваем венчиком, потом лопаткой. Я буду готовить в силиконовой форме подушечка. Наливаем слой мусса, распределяем по форме. Тут у меня подготовленный клубничный мармелад. Как готовить начинку из любых ягод. У меня есть видео на канале, ссылку оставлю в описании. Подрезаю края нужного размера. Я эту начинку замораживала в этой же самой форме. Полностью замороженную начинку кладу на мусс. Так как начинка замороженная, холодная, она не утапливается в мусс, а держится на поверхности. Мусс сразу схватывается, когда прикасается с холодным замороженным изделием. Наливаю еще один слой мусса и сверху кладу банановую намилаку. Намилака у меня не полностью замороженная, она подмороженная до такого состояния, чтобы можно было брать в руки. Конечно, можно так же само подготовить заранее и полностью заморозить. Сверху наливаю окончательный слой мусса, распределяю мусс, чтобы нигде не оставались пустоты. И сверху кладу банановый бисквит. Бисквит надо тоже как бы немного утопить в мусс, чтобы готовый торт, когда мы достаем из формы, не был виден бисквит, чтобы этот мусс покрыл бока этого бисквита. Потом, конечно, торт надо полностью заморозить и украшать. Я покрыла торт велюром. По этому составу я готовила не один тортик и покрывала с разными цветами велюра. Торт получается примерно 1 килограмм в такой форме. Чтобы велюр не трескался, мы всегда добавляем растительное масло. Я сниму подробно видео и расскажу, как я работаю с велюром. Тут я еще подготовила дополнительное пирожное, чтобы вам показать разрез. В это пирожное я не добавила банановую намилаку, так как у меня не осталось, и в последний момент я не готовила дополнительно. Но обязательно я вернусь к этому составу и покажу вам разрез со всеми составляющими. Велюр не трескается, вот прижимаем его, и он хорошо держится. Эластичный. Этот мусс не сладкий, он очень-очень нежный по вкусу. Это, я бы сказала, самый менее сладкий мусс, который я вообще готовила. К этому муссу мы добавляем какой-нибудь подсластитель на ваш выбор. Идеально, конечно, это клубничный сироп, чтобы усилить вкус клубники. Такой состав торта обычно любят дети. Клубничный мусс, клубничная начинка – это такой нежный состав.
Если вам понравился видео, ставьте лайк, подписывайтесь, комментируйте. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, рецепты, эксперименты. Всем пока!